Мужчины, здравствуйте! С вами Алла. Всех приветствую у себя в гостях. И давайте смотреть, какую женщину тянет к вам неведомой силой. Может быть, у вас кармические отношения, вы знакомы из прошлых воплощений, и вы чувствуете, что что-то между вами происходит необъяснимое. Может быть, какая-то магическая сила, когда хочется сбежать, но не получается. Или наоборот, тянет, и вам это нравится. Итак, кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал, ставьте видео лайки, пишите комментарии и давайте смотреть. Смотрим первый вариант и смотрим второй вариант. Так, единички. Открываем вас, и тут двойка жезлов. Это новое отношение или это из прошлого? Так, мужчины, которые выбрали первый вариант. Значит, первое, что вам хотят сказать карты, это обратите внимание на то, что вы часто привлекаете женщин недоступных, холодных, отчужденных. Если вы интуитивно выбрали первый вариант, то это должно с вами срезонировать. Первый вариант открывается тем, что карты говорят, что вы склонны привлекать холодных женщин. И если это так, и с вами эта информация резонирует, то здесь нужно подумать про то, что вы будете влюбляться в женщин, которые эмоционально недоступны. И даже если эта женщина в вас влюблена, у нее будет проблема с выражением эмоций. Расклад уже начался с того, что женщины, в которых вы, как правило, влюбляетесь, они холодны. И даже по ее лицу, вот если она сильно влюблена, у нее по лицу, как у терминатора, или как у человека, который, знаете, умеет, даже там сидя на, как это называется, когда считывают информацию с человека, забыла. Когда он врет, детектор лжи, вот. И такие женщины, как правило, они настолько умеют скрывать свои чувства, что, наверное, даже если бы ее посадить на детектор лжи, я думаю, что она бы и там смогла бы справиться со своими эмоциями и скрыть их. Смотрите, о чем идет речь? Речь идет о том, что женщины, которых вы привлекаете, они могут быть очень красивы, очень яркими, очень такими броскими, очень интересными, но почему-то у них у всех есть одна похожая особенность. Это женщины, у которых есть психологические проблемы, связанные с искренностью. Это женщины, которые могут вас обманывать. Женщины, которые могут от вас скрывать какую-то важную информацию. Женщины, которые могут вам что-то не договаривать. И, в принципе, женщины, которые умеют и любят играть в игры кошки-мышки. Догадайся, если сможешь. Вот такой вышел в самом начале расклада, вот такое вышло описание женщин, которых первый вариант чаще всего привлекает. Значит, смотрите. Расклад показывает, что в вашей жизни есть женщина, которая достаточно эгоистична. Она может быть очень красива, эгоистична, высокомерна. Да, она вам показывала свою симпатию. Да, она вам показывала, что она хотела бы быть вместе с вами. Но это человек, который очень быстро закрылся. Вы могли быть в этих отношениях какое-то время. И женщина быстренько схлопнулась. Что это значит? Это значит, что она исчезла, или она вас начала игнорировать, или человек просто закрылся, непонятно почему. Ну вот как в начале карты показали, что первый вариант, мужчины из первого варианта, которые выбрали этот расклад,
Вы привлекаете женщин-одиночек, вы привлекаете женщин, которые боятся любви, боятся любить. Женщины очень сильно боятся привязаться к мужчине. По этой причине, да, вы нравитесь, да, женщина хотела бы с вами отношений, но чем больше вы ей открываетесь, тем больше она от вас закрывается. Вот подумайте сейчас. Было ли такое, что вы к этой женщине проявлялись, открывали ей сердце, открывали ей душу, и чем больше вы к ней проявлялись, тем больше вы замечали, что женщина схлопывается, как бы все наоборот. Вы как бы вперед, она назад. Почему так, мальчики? Потому что здесь женщина очень боится, что когда она откроет душу, мужчина здесь схлопнется, и мужчина ее бросит. И получается, что, смотрите, женщине вы нравитесь, но женщина исчезла, потому что, видимо, в ваших отношениях слишком пошло все хорошо. Вспоминайте. Как только в ваших отношениях вы начали открываться, как только в ваших отношениях стало все хорошо, женщина исчезла. Аркан Дьявол. Ну, вот здесь можно говорить о том, что здесь либо родовая карма очень проблемная, то есть у нее в роду нет примеров счастливых семей. Может быть, ее мама, бабушка и все ее женщины по ее роду были несчастны в личных отношениях. И это уже передается как карма в роду. Может быть, здесь это индивидуальная карма ее души. То есть здесь человек про то, что она может быть в отношениях только там, где холодно. Вот как только мужчина открывается, как только мужчина начинает ее любить, женщина сразу закрывается. Здесь человек не умеет любить. Здесь карма человека, карма этой женщины. Научиться любить и перестать бояться открытого сердца. Поэтому, понимаете, здесь я расклад назвала, какую женщину тянет к вам. Но получается, что как только ее начинает тянуть к вам, она судорожно начинает убегать от вас. Помните, был фильм такой «Сбежавшая невеста»? Вот кто смотрел? Вот там какая была суть, что каждый раз, когда она кого-то любила, ее приглашали замуж, она шла замуж, и уже у алтаря у нее начиналась паника, и она сбегала от алтаря и от своего жениха. Вот мне первый вариант очень сильно на это похож. Ребят, да, здесь есть очень большое притяжение, но я думаю, что эта женщина сейчас нет в вашей жизни, потому что она очень боится быть пойманной на любовь. Поэтому здесь человеку комфортнее находиться в одиночестве, чем в любви. Поэтому вы лучше задайтесь вопросом, почему вы привлекаете таких недоступных и холодных женщин. Потому что пока вы сами не справитесь с этой проблемой своей, будут привлекаться похожие женщины. Так, вот таким был первый вариант. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы переходим к двоечкам. Так, двоечки, двойка мечей. Здесь женщина не знает, что выбрать и кого выбрать, и как ей быть. Женщина с очень большим внутренним конфликтом. Так, ну здесь однозначно ваша бывшая. Женщина ушла, посчитав, что больше в таких отношениях она находиться не хочет. Почему? Эти отношения ее разрушают. Смотрите, вы здесь пара. Это может быть ваша жена бывшая или нынешняя. Может быть, вы просто не живете вместе. Здесь
Здесь отношения действительно кармические. Кармические — это значит, что вы даны друг другу для того, чтобы вы проработали какие-то свои страхи, комплексы, какие-то свои негативные программы. То есть пока вы не проработаете вот эти программы, вы не расстанетесь. Поэтому подумайте, чему вас эта женщина научила. Как в плюс, так и в минус. Что Вселенная вам через эту женщину показала? Вот подумайте про это. Эта женщина дана вам для того, чтобы вы поменяли свой стиль жизни, поменяли стиль мышления, поменяли свои жизненные приоритеты. То есть таких людей в эзотерике называют духовными учителями. И не думайте, что если этот человек вам разрушил жизнь, как он там может быть духовный учитель. Немножко не так мыслите. Мыслите про то, что Вселенная через людей помогает людям проходить трансформацию. Люди — это инструменты. То есть даже если эта женщина сделала вам очень больно, это инструмент Вселенной. И тут вопрос, насколько вы правильно проходите свои жизненные уроки. Потому что все, что нас, как говорится, не ломает, делает нас сильнее. И часто вот такие кармические болезненные отношения по аркану башня, они потом настолько человека меняют, человек настолько трансформируется, настолько становится другим, сильнее, мудрее, у него закаляется характер, у человека появляются правильные жизненные ценности, он избавляется от иллюзий. Поэтому здесь нужно понять, что вот эта женщина, она могла вам быть дана для того, чтобы вы выстроили правильную систему ценностей и избавились от каких-то своих и ненужных иллюзий. У многих из вас эта женщина пришла для вас, для того, чтобы, знаете, как разделить вашу жизнь на до и после. До встречи с этой женщиной у вас был какой-то другой цикл жизни. После расставания с этой женщиной вы сами почувствовали, что в вашей жизни наступил совершенно другой цикл жизни. Что это значит? Это значит, что эта женщина вам была дана для того, чтобы через нее вы изменили вектор своей жизни. И да, это может быть больно. Ребят, туз пентаклей. Туз пентаклей — это про то, что если вы правильно проходите свои жизненные уроки, это, знаете, как все рушится старое, и потом в вашу жизнь приходит новое. Вот эта женщина, кстати, она могла вам быть дана как аркан башня, когда человек, знаете, как каток проезжает по вашей жизни, ломает там все, и вы обновленным, совершенно другим человеком, вы вступаете вот как будто бы в новую жизнь. Вы становитесь другим человеком, вы становитесь другим мужчиной, у вас другие мысли, у вас другое внутреннее состояние, у вас другие вибрации. Кто это проходил, тот сейчас поймет, о чем я говорю. Ребят, вот у кого такое было, отпишитесь в комментариях, чтобы вот другие мужчины, когда они читали, ну не только мужчина, а женщина тоже, они понимали, что очень часто болезненные отношения — это как мясорубка. И если вы к этому подходите осознанно, если вы не злитесь, если вы не обижаетесь на весь мир, а если вы понимаете, что благодаря этой мясорубке вы становитесь другим, ваша жизнь реально меняется на до и после. Если вы были каким-то инфантильным, вы были, не знаю, мечтателем, вы витали в облаках, то благодаря вот таким вот чистящим отношениям вы выходите зрелым, взрослым, умным, осознанным мужчиной. При этом вы не закрываетесь от женщин, вы не закрываетесь от жизни. Вы понимаете, что это был урок. Вы просто корректируете себя в каких-то нюансах в отношениях, и вы опять привлекаете женщину, но уже привлекаете для счастья и для семьи. Вот у кого был такой опыт положительный, что да, вас разрушили эти отношения, но вы себя собрали и вы себя пересобрали на совершенно других вибрациях. Вот напишите в комментариях, вот у кого было именно вот так, что вы трансформировались в плюс, не в минус. Вы знаете, двоечки, здесь расклад про то, что этой женщины больше нет в вашей жизни. Вы расстались.
Вы расстались, и Вселенная сейчас для вас готовит новое пространство. Новой женщины пока еще нет, но пространство под вас готовят. Это про то, что вы должны начать резонировать на том уровне вибрации, чтобы к вам пришла та женщина, которую вы хотите, которая именно придет для счастья, которая придет не для страданий, не для трансформаций, а которая именно придет для семьи и для будущего. Смотрите, десятка пентаклей. Это про то, что если вы выбрали двоечку и с вами резонирует этот вариант, вы сейчас проходите какой-то кармический период. У каждого из вас это будет индивидуально, но вы сейчас проходите кармический период. И в этом периоде отсеиваются все ваши негативные программы, все какие-то родовые негативные программы. То есть вы реально сейчас в чистке. Ваша задача не деградировать. Ваша задача в этой чистке, как бы вам ни было больно, наоборот, эволюционировать. То есть понимать, для чего мне этот урок. И поверьте, вас Вселенная наградит той женщиной, с которой вы действительно будете счастливы. Пока что вам карты говорят, что ваше пространство очищается от негатива, который раньше был в вашей жизни и в вашем мышлении. Но уже не за горами та женщина, которая будет для счастья, для семьи. Ребят, помните о том, что для того, чтобы что-то привлечь, нужно соответствовать этому по вибрациям. Мне очень хочется верить, что у меня аудитория осознанная, большинство, во всяком случае. Вы понимаете, о чем я сейчас вам сказала. Да, смотрите, король пентаклей. То есть, если вы правильно проходите свой кармический урок, у вас выровняются и финансы, и карьера, и вы встретите ту женщину, с которой вы сможете построить семью, именно вот ту семью, те отношения, которые вы хотите, в которых вы будете наконец-то счастливы. Двоечки. Вот такой был у вас вариант. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Всем пока!